Приветствую всех! Я долго собирался с мыслями, прежде чем записать это видеообращение. Знаете, я бы даже сказал, что с мыслями я собирался всю свою жизнь для того, чтобы я сегодня смог поделиться этими мыслями с вами. Итак, меня зовут Степан, и я наконец-то решился написать книгу. О чем будет книга, я расскажу чуть позже, а сейчас расскажу немного о себе. Прошу прощения, что буду читать, но я подготовил свою речь на бумаге, поэтому буду иногда на эту бумагу посматривать. Итак, мне 25 лет, родом я из города Львов, что в Украине, но вот уже на протяжении 10 лет моим вторым родным городом является Прага, Чешская Республика. Размышлять и писать я любил еще с детства. Я писал стихи, короткие истории, позже начинал писать романы. Но, знаете, из моих творений ничто не сохранилось, так как я был очень самокритичный, неуверенный и стеснительный человек. Знаете, я постоянно сомневался в себе и сомневался настолько сильно, что... Смотрите, ко мне идут. Итак, сомневался настолько сильно, что еще с юных лет я часто пребывал в депрессиях. А последние 4 года так вообще были сущим адом для меня. И знаете, я был на грани от того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Мысли о самоубийстве преследовали меня почти каждый день. И я почти каждый день представлял себя висящим на дереве или с порезанными руками в ванной. Каждый автомобиль, который проезжал мимо меня, был для меня ангелом смерти, который может избавить меня от страданий, если я попаду под его колеса. У меня была кишка тонка для того, чтобы забрать свою жизнь самому, поэтому я хотел умереть от несчастного случая. Смерть преследовала меня даже во снах, но, знаете, мысли о смерти почему-то успокаивали меня. Я много пил, только после бутылки виски я мог позволить себе плакать. Только после бутылки виски я так не ненавидел себя. Ненависть превращалась в слезы, ненависть превращалась в вопросы и отсутствие ответов к ним. Я продолжал бичевать себя и отвергать. Я даже не мог смотреть на себя в зеркало, а однажды я даже избил себя перед ним. Но знаете, все изменилось несколько месяцев тому назад. Я еще со школы интересовался психологией, философией, анализом своих снов, медитацией.
Настоящим открытием для меня стало знакомство с Карлом Густавом Юнгом. В школьные годы. Когда наш учитель рассказал нам об этом человеке, то в тот день во мне что-то перевернулось. И мне почему-то показалось, что именно этот человек поможет мне обрести себя и смысл в своей жизни. Тогда мне показалось, что этот психолог и философ точная копия меня. Поэтому я начал читать его книги. Некоторые мне довелось перечитывать по 3-4 раза, так как мне было 18-19 лет, а его труды довольно-таки тяжелые, особенно для такой зелени, какой я был в те годы. Но давайте вернемся к тому, что случилось несколько месяцев назад. Итак, моя глубочайшая депрессия длилась 4 года. И если бы не Карл Густав Юнг, а также Ницше, в особенности его книга «Так говорил Заратустра», то я бы давным-давно покончил с собой, так как ничто не наполняло мою жизнь смыслом. Мои страдания закончились почти в одно мгновение. В одно мгновение я осознал себя, и знаете, я никогда в жизни не забуду этот щелчок. Случился он, когда я ночью не мог уснуть, и мой внутренний голос подтолкнул меня к тому, чтобы я еще раз перечитал «Так говорил Заратустра» от Ницше. Я никогда не забуду то чувство, которое подтолкнуло меня к этому, и никогда не забуду то чувство, когда в момент этого щелчка моя мысль наполнилась бесконечным светом и теплом. Я осознал свое я осознал, кто я есть. Знаете, мое осознание своего я – это начало моего пути. И знаете, что больше всего мне помогло в этом осознании? В этом мне помогла именно моя депрессия, мой ад. В тот момент после щелчка я увидел всю свою жизнь как на ладони. Я вспомнил все свое детство. Я увидел свою жизнь, а увидев свою жизнь, я увидел жизни других. Я понял, почему люди не позволяют себе быть счастливыми, или почему они вообще не знают, что такое счастье. Я вспомнил все свое детство, как я писал все эти стишки, романы, истории, как я отказывался их показывать другим. И знаете, что я понял? Я понял, что именно этим я хотел заниматься всю жизнь, что именно в этом мое предназначение. Я хочу писать, только это наполняет меня. И вот теперь мне 25 лет, и я наконец-то решился на большое путешествие во имя своей книги. Это путешествие поможет мне еще больше познать душу человека и его внутренний мир. Я хочу найти все возможные и невозможные пути для того, чтобы каждый мог обрести себя. Я так мало всего видел, мне бы хотелось увидеть океан. Я всегда хотел посмотреть на Японию, как там цветут сакуры. Или посмотреть на китайскую стену, Центральный парк в Нью-Йорке. Я также очень хочу проведать своего друга в Чикаго, которого я не видел уже много лет. Но знаете, я не мог себе позволить этого с моей зарплатой. А когда попросил прибавки, то мне сказали, что это невозможно. Знаете, что я сделал? Я послал все к черту. Я уволился с работы и сказал себе, что я больше не буду откладывать свою жизнь и свои идеи на потом. Я решил, что своей книгой помогу другим обрести себя так же, как и я обретаю себя. Поэтому я решил запустить свой проект и насобирать $1 миллион по $1, если это вообще возможно. Да, $1 миллион это, наверное, огромная сумма, и я даже не знаю, если
смогу потратить ее за всю свою жизнь, или даже не знаю, если я ее насобираю. Но мне захотелось поставить перед собой именно такую цель. Я надеюсь, что в моем проекте найдутся люди, которым моя книга не будет безразличной. Итак, о чем будет книга? Книга будет о том, как найти смысл во всем. Да-да-да, не побоюсь этого слова и скажу во всем. Книга будет о том, как видеть настоящую жизнь, как принять себя и, главным образом, как принять свои противоположности, о том, как заново переродиться и научиться быть счастливыми, как найти настоящее счастье, а когда найдете его, посмотреть дальше счастье, что может быть больше счастья. Моя книга – это моя правда. Это моя правда. Так я называю книгу и свой проект. Я буду рад ответить на любые ваши вопросы. Кому будет интересно, я веду свой твиттер-аккаунт, куда закидываю свои коротенькие размышления или мысли, к которым позже буду возвращаться для написания книги. Веду твиттер я пока только на русском языке. Может, в будущем буду писать и на английском. Также у меня есть Facebook, Instagram. Буду рад новым знакомствам, новым друзьям. Подписывайтесь, и буду очень благодарен за репосты моего видео. Также я вам очень благодарен за ваше внимание и терпение. И свой монолог мне бы хотелось закончить словами Карла Густава Юнга, которые он сказал в одном из своих интервью. «Мое дело продолжат те, кто страдает». И знаете, я хочу быть тем, кто продолжит дело Юнга и Ницше в поисках человеческой души, в поисках скрытого смысла жизни. Я хочу затронуть и светлую, и темную сторону бытия. Может, моя правда поможет вам найти этот смысл?